Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня будет второе видео мотивации на уборку перед Новым годом, то есть все основательно. В предыдущем видео я разбиралась в икеевском шкафу, где у меня хранится посуда такая, которой я пользуюсь постоянно. Я там организовывала все по-новому. И сейчас я буду также разбираться уже на кухне непосредственно, мыть наверху шкафчики, короче, основательно. Вот. Так что вот так. Окна у меня чистые, это если что, просто тут вот запотело, так как у меня деревянные окна, и даже, видите, легкий такой морозец на окнах. Вот. А так они и с той, и с этой стороны помыты, но у нас делают фасады, но с этой стороны вроде как уже закончили. Я рассказывала просто, кто впервые на моем канале, когда меня месяц не было, я в Питере была на даче, приехала, здесь просто вот я с ножом, даже на видео было, как я отмываю окна моющим пылесосом и с ножом цемент отскребала от стекол, это, конечно, кошмар. Вот, через неделю или через две снова пришлось мыть, потому что тут какие-то были подтеки непонятные. Но потом они все равно тут ползали, что-то делали. Но сейчас уже зима наступила, ну, как бы, не знаю, мне не очень улыбается это делать. Ну, вообще, наверное, надо было бы еще, конечно, протереть разочек. Вот. Сейчас сразу покажу, как у меня наверху на полках там, там будет точно грязно, потому что я периодически все мою. Если что-то нужно, даже крашу белой краской. Многие наверху на шкафчике кладут там какие-нибудь газетки, еще что-нибудь, чтобы там просто газету поменять. Но, честно, мне обычно проще помыть. Но у меня вот именно этот год выдался, ну, такой, он неплохой, но было и разъездов много, и вообще здесь всяких моментов, поэтому, честно скажу, вот за этот год я там не протирала, и я уже знаю, что там трэш. Ну, в принципе, наверху на полочках вот так, ну, прям как такового трэша нет уж совсем, ну, да, пыль. Вот видите белую полосу, это у меня тут наверху стоит коробка тоже с посудой. Вот там вот идеально чисто, то есть вот такая разница. Ну, ничего страшного, сейчас все будет, и я еще решетку помою. Ну, в общем, на самом верху шкафчики я помыла. В принципе, их можно не красить, но я подкрашу. А решетку я вообще хотела бы сменить. Да, вот то, что под ней желтое, это, я не знаю, это от времени. То есть я здесь в любом случае буду доделывать. Я когда делала ремонт, я думала, что я тут тоже все поклею, потому что у меня, видите, сочетание обоев жидких и просто обоев. Вот здесь вот должны быть просто обои, но, в общем, так я и не сделала. Я сделаю в следующий раз и как раз, может быть, заменю решетку, потому что, видите, на ней узор. А на самом узоре, вот этих цветочках, лепесточках, там тоже узор. Вот непонятно, зачем это делается, если на решетку вообще никто не смотрит. А уж тем более узор в узоре явно не увидит. Вот именно там, видите, немножко в некоторых местах не отмылось. Но в основном все при помощи зубной щетки я сделала. Конечно, если бы я ее сняла, я бы отмыла бы лучше, но я подумала, что что-то я начала откручивать, мне кажется, что за долгое время пластик уже стал не самый такой хороший, пусть лучше будет так. Потом я куплю новую решетку и как раз прикручу ее и перед этим все качественно заклею, так будет значительно надежнее. А вот здесь я все-таки пройдусь еще красочкой, вот. Здесь тоже все подсохнет, да, тут вот у меня шкаф такой жарочный. У меня два таких, один на даче остался, один здесь. Но я им не пользуюсь, но он как бы имеется. Достала краску, у меня вот такая лакра. Она продается в Леруа Мерлен, меня устраивает полностью. Еще, кстати, у меня вот такие маленькие тряпочки, это ловцы этих самых, ловцы цвета, которые при стирке добавляются. Я когда стираю, вытаскиваю, я их не выбрасываю, использую в качестве, вот в прямом смысле слова, одноразовых тряпок. Вот мне когда сейчас надо было грязь стереть сверху, я этими тряпками и сразу в помойку.
Ну, то есть я наносила губкой антижир, а потом вот эту первую грязную всю пену я убирала тряпками. Короче, для них вторая жизнь, я считаю, классно. Все освежила, будет сохнуть. Намазала крышку от плиты, решетки, потому что тут готовила, и решетки, конечно, всегда сложно мыть. Ящики вытащила, а там такое. Ну, видимо, когда тут их чинили, не знаю, почему тут так насыпалось. Красить тут не надо будет, а вот это надо помыть. Достала моющий пылесос. Я еще успела попить кофе и загрузить первую часть видео. Ну что ж, я все помыла. Тут, конечно, без фокуса, потому что все белое. Отлично моющим пылесосом это делать. Вот эти темные такие следы, где ящики задвигаются, но это как бы я даже закрашивать не буду, потому что это все равно имеет место быть. А вот между шкафами я сейчас все буду отодвигать, там будет грязно, потому что у меня нету таких вот на столешнице, ну, как сказать, заглушек. Я пока ездила постоянно в Леруа Мерлен за чем-нибудь, я забывала купить, потому что надо было сначала померить, понять, что нужно. Вспоминала уже в магазине, думаю, в следующий раз. А сейчас я просто туда не езжу пока что. Одну столешницу отодвинула, конечно, там просто трэш, но я регулярно мою, все крашу и, в общем, сейчас все буду исправлять. Вот так вот. Теперь можно красить. В общем, все покрасила, жду, когда высохнет. Вот так все это выглядит. На самом деле кошмар. Я уже просто думаю, быстрее бы все это убрать. Но с другой стороны, я это сделаю, и уже хорошо. Хотя нужно будет еще в шкафчиках разбираться. Нужно будет все фасады здесь помыть. Ручки открутить, помыть, привинтить на место, и вообще здесь очень много работы. Естественно, что занавески, вот такие, которые задвигаются, их надо постирать, вот эти вот, которые прозрачные, они как бы чистые, но я их временно повесила, потому что я точно такие же сняла и буду с другими шторами стирать, то есть на самом деле так глобальненько я. Открутила плинтус, который вот здесь, где мойка, помыть. Я вообще периодически тоже все плинтуса откручиваю, мою. И у нас дома нет тараканов, слава богу, но на всякий случай я после того, как мою плинтуса, я вот в эту часть вот так вот какое-нибудь средство от тараканов мажу. Ну, гель какой-нибудь, даже самый недорогой. Под самой раковиной у меня практически порядок, кроме вот этого места, потому что там стоит тазик, а здесь бытовая химия, и вот это случается. Поэтому сейчас я все здесь помою. Вот, еще вот здесь вот тут грязно, и вот здесь, где у меня висит такая штучка тоже для всяких губок. Помыла и покрасила. Все убрала. Помыла, высушила крышку, вот вернула. Пока донесла из ванны, уже какие-то пятна. Видимо, надо будет брать полироль и другую тряпочку из белого кота. Тут ситуация лучше, но, собственно, это и как бы лицевая. Я, как правило, никогда не опускаю крышку. Решетки тоже вернула на место. Завтра уже буду снимать, наверное, в очередной раз ручки мыть, саму духовку. Там, в принципе, ну, как бы я ничего жирного такого не запекаю. Вот один раз только курицу делали, но все равно пеку, так что надо будет помыть. Там стекло грязновато с подтеками. Ну, кстати, я читала, что вообще такая увлекательная к ней инструкция. Это, знаете, 11 лет прошло с момента покупки, я вот решила почитать. Самоочистка там как, или функция очистки какая-то есть. Короче, надо это почитать, изучить, так вообще замечательно. Вот, я бы единственное, знаете, что хотела бы? Посмотреть, есть ли отдельно ручки, потому что вот у этой марки, конечно, ну, сейчас бы я уже не купила бы такую плиту металлик, потому что вот она идеально чистая, я ее хорошо помыла, и все равно видны разводы. Сейчас я протру, в этом направлении не будет разводов, будут в другом направлении. Это во-первых. Во-вторых, вот эти двойные длинные решетки, мне их неудобно мыть. Тоже минус.
И вот ручки. Вот с них это серебро, с них сходит. Мне вообще непонятно, если она серебряная и вот с такой черной отделкой, почему нельзя было сделать черные ручки, к примеру? Потому что это было бы гораздо лучше, чем вот эта вот ерунда сейчас. Ну, безобразие. И вот здесь, видите, вот по бокам, видимо, был какой-то подтек, это же металл, вовремя не убрала, и там такая черная, прям черный подтек. Это, конечно, огромный тоже минус, поэтому так-то к плите нет претензий именно в плане функционала. Но это, конечно, трэш. В дозаторе закончилась жидкость для мытья посуды. Я дозатор помыла и налила вот это средство. Оксана, огромное спасибо за подарок. На сегодня я уборку закончила. Ой, это так отсвечивает, я думаю, что это такое. Завтра я продолжу заниматься кухней основательно. Во-первых, я помою вот то, что вы видите, ростер, суповарку и мультиварку. Мультиварку я уберу, потому что у меня их, во-первых, две, во-вторых, я ни одной, ни другой сейчас не пользуюсь, но одна у меня убрана уже давно. Так вот, получается так, что здесь я много готовлю, пеку, и иной раз замешиваешь тесто, все это брызгается, и получается так, что мультиваркой я не пользуюсь, но она регулярно забрызгивается, я ее мою, и потом она еще раз забрызгивается, то есть лишний предмет, который исключительно пачкается и так далее. Хотя сама мультиварка Panasonic, она хорошая, но я, например, когда она только появилась, мы много чего готовили, потом я готовила собаке кашу, потом как-то вообще стало неактуально. Вот. Блендер-суповарка, это я пользуюсь 1-2 раза там в неделю, нет, один раз в неделю, иногда 1 раз в 2 недели. Так что тоже помою, на нее также что-то летит, но хотя бы я ей пользуюсь. Насчет ростера не уверена. Завтра его надо будет опять же помыть. Но уберу его или нет, пока не знаю. Потому что тут, где у меня стоит кофеварка, у меня также стоит тостер. Я пока тоже думаю, оставить или нет. У меня как-то, когда я была на лечебном голодании и выходила из лечебного 7-дневного голодания, я ставила еще себе соковыжималку. Потом ее убрала, тостер остался. По мере необходимости, потому что всего много. Например, там я как-то показывала, у меня омлетница прикольная, которая делает эти роллы. Выскакивают из омлетницы, как вот. Как из тостера хлеб выскакивает, там яичные роллы выскакивают, такие длинные. Тоже это же не на постоянку, поэтому вроде прикольная вещь, но не будешь же на постоянку ставить. Короче говоря, завтра предстоит вот это все помыть, здесь разобрать. Я еще хочу вот эти цветы икеевские помыть. Не знаю, буду ли я вручную, потому что там масса листочков. Если их просто замочить, то не отойдет. А если каждый листик, это тоже с ума сойдешь. Поэтому, может быть, возьму ультразвуковую машинку Ритона. Давно и не пользовалась, а для таких целей, думаю, будет хорошо. Вот, чайник, естественно, я завтра помою. Вот, и буду мыть вот эти все фасады, откручивать ручки, тоже их мыть. В шкафчиках разбираться. Там как бы я разбиралась буквально не так давно, там ничего такого, там даже подкрашивать не придется, потому что там все как бы чисто. Немножко протереть и как бы вот вообще самые такие запущенные места я убрала сегодня, потому что именно вот все отодвигается там раз в полгода, вот в этот раз получилось больше. В тумбочке в еще одной буду разбираться. В общем, такие планы на завтра. А сегодня попью чайку и лягу спать. Если это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки рыжие, 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.